Ты слышишь? Это зов древних земель. Латинская Америка шепчет сквозь тишину джунглей, шум океана и дыхание вулканов. Мы пройдем туда, где нет толп и банальных маршрутов. Там тебя ждут не просто фото, тебя ждет настоящее пробуждение чувств. Получи уникальный маршрут, личное сопровождение, комфорт как дома и полную безопасность даже в самых диких местах. Хочешь почувствовать силу мира, где правит природа и дух свободы? Смотри ссылку в описании и сделай первый шаг туда, где начинается приключение. Но кто попробовал Германию и вот жизнь высокого уровня, им будет очень тяжело. Моя жена меня не оставит, но я, может быть, семью уже оставлю. Потому что вокруг нас там все было. Вот так. Только вот, пожалуйста, обрати только внимание. Если я хочу служить Богу, мне надо сделать, решение конкретное. Или-или. Вот мамон и Бог не получается. А как здесь вообще с преступностью? Есть она? Преступность. Преступность здесь есть. Но все было доступно. И девушки, и все, что хочешь. Это, и материальные вещи. Так, давай проекты, там какие-то бизнес, дальше проекты делать. Я плакал, просто рыдал и плакал. И говорил: Бог, я знаю, что ты есть. Либо убей меня, либо измени что-то в моей жизни. Я не хочу так дальше жить. Медицина, так, как сказать, бесплатная. То есть в больницу можешь идти. Или ты турист, или живущий, тебя всегда бесплатно обслужат. А в России как? Если ты, например, не друг с клиентом, они тебя могут кинуть. Что там, страховки, суды какие-то. Бог начал со мной говорить. Я знаю, sounds crazy. Как это было? Это были пакеты мыслей, где я знаю, что я от моей интеллигенции никогда бы на такой ответ бы не пришел. Менониты, скажем, они рулят экономикой. Вот здесь. И к ним работать это $2,5 $3 в час. Я начал молиться и говорю: Господи, пошли мне людей, которые больше расскажут о тебе. Он говорит: я же тебе послал. Не этих, не. Это не от тебя. Нет, мы еще не имеем ПМЖ, мы над этим вопросом работаем, потому что здесь эти все вещи очень медленно происходят. Люди хотят деньги, но какие-то деньги мы не в силе платить. Я вижу картину, что что будет очень плохо в Европе, и много людей сюда приедут. То есть вот так прямо сказать людям: приезжайте в Белиз, они меня, по-моему, камнями закидают, может быть. Всем привет, это Белиз, и мы встретились с Александром. Сегодня он расскажет, как он здесь оказался. Поехали. Александр, почему Белиз? Это очень сложный вопрос, потому что я не выбирал страну. Я встречаю очень много людей, они говорят, например: а ты посмотрел, почему ты в Парагвай не поехал, или в Боливию, или в Коста-Рику, или еще куда-то. Я говорю: я никуда ничего не смотрел. Я никуда не собирался ехать. Я жил очень хорошо в Германии. Мне было очень хорошо. В мои 40 лет мы очень достаточно жили там. Мы были члены в церкви. У нас была очень благословенная церковь. Помогали миссионерам в России, в Украине, везде, скажем, в постсоветском пространстве. И мы были счастливы. Но когда-то 5 лет назад, мы уже здесь 5 лет, 10 лет назад, получается, моя сестра прислала нам видик, маленький в YouTube ролик, называется «Библейские фермеры в Белизе». По-немецки это. Говорит: посмотри. Я посмотрел, и думаю: хорошо, хай с ними там. Это фермеры. И забыл про это все. Но с того момента я просто знал, что есть такая страна, и есть именно название Белиз. Я кому говорю Белиз, они говорят: это Тбилиси, да, это ты в Грузии, что ли? Они даже не знают, что такая страна есть. Но я тоже не знал. Оттуда я узнал это имя. А вообще, я в Германии занимался продажами. Мы продавали обувь в Россию. Очень много обуви.
И за 10 лет я как бы с нуля начал, это пошло. Это было очень тяжело, но мы это развивали. Основной рынок была Россия, но также Украина и все остальные страны. А в каком городе жили? Я жил в Билефельде в Германии. Эта компания, она была в Детмольде. И я очень много летал в Россию, от Калининграда до Хабаровска, можно сказать, все эти города там. Очень много в Москве был. И я просто понял одну штуку, что я когда-то в 20 лет покаялся, отдал мою жизнь Господу. И потом как бы жизнь закрутилась, жена, дети, надо кормить, семью, нужна работа хорошая, карьера, пошло все. Но я себе всегда ставил такой вопрос. Вот ты столько времени, столько здоровья, вот в это все вот как бы это тратишь на что? На обороты. То есть, вау, теперь уже 1 миллион, 2 миллиона, 6-10 миллионов достигли. А в чем смысл жизни? Что вот мы много этих сандалий продаем, или там сапогов, или еще что. Ну, у каждого разная профессия. Это, но я ее любил, она мне нравилась, контакты с людьми и так далее. Это один вопрос, который я себе ставил. И другой вопрос, я просто видел, чем выше я поднимался, покажи мне твоих друзей, я скажу, кто ты. То есть я понимал, что моя жена меня не оставит, но я, может быть, семью уже оставлю. Потому что вокруг нас там все было. Вот так. Только вот, пожалуйста, обрати только внимание. И можно это назвать много искушений. Я не знаю, как А это... что ты подразумеваешь, вот это было все? Что это такое? Ну, все было доступно. И девушки, и все, что хочешь. Это, ну, и материальные вещи. Так, давай проекты, там какие-то бизнес, дальше проекты делать. И получается, ты ввязывался все больше. Ну, например, там, как это часто в России, например, мужик, он там в политике где-то, или там, скажем, бизнес огромный у него. А чтобы жена себя реализовала, ей 10 магазинов обувных. Ну и получается, это ты встречаешься, это жена, муж там вместе, да, это ну, или дружишь, ну, подружился. А в России как? Если ты, например, не друг с клиентом, они тебя могут кинуть, что там, страховки, суды какие-то. То есть ты должен понимать, если ты перезакупил обуви, например, так, не, ну Саню я не буду кидать, нет. Ну, а он Володя, я плохо знаю, ладно, его заказ не заберу. То есть там очень важно личное общение. И это я тоже ценил, и чтобы это все построить, это надо уделять времени и так далее. Ну, а встречи там, я не знаю, бизнес, встречи там, переговорим что-то, рестораны, тут и алкоголь, тут и все остальное. Вот она. То есть я не хочу все в детали вдаваться там. То есть я увидел вещи, где у меня просто... Где мы сидим в кругу, может быть, нас всего там 6 человек, и перед нами артисты поют и танцуют всякие. Ты думаешь, я ж только обувь продаю. Ну, а оказывается, люди, которым ты продаешь, они такой жизнью живут. Это для них нормально, что там, ну, я не хочу сказать Алла Пугачева, но кто-то там им поет там вечером. Но ты почувствовал, что ты изнутри меняешься? Я почувствовал, что да, я меняюсь. Я почувствовал, что у меня была большая борьба. С одной стороны церковь, Бог, а с другой стороны постоянно заняты, постоянно в полетах. И я просто понимал, что если я хочу служить Богу, мне надо сделать, ну, как бы решение конкретное. Или. Вот мамон и Бог не получается. И это была одна ночь, это было в гостинице, я это очень сильно запомнил, в Москве. Я плакал, просто рыдал и плакал, и говорю, Бог, я знаю, что ты есть. Либо убей меня, либо измени что-то в моей жизни. Я не хочу так дальше жить. Я просто вижу, я начинаю теряться. Все эти нравы, то, что ты... Ну, как сказать, нравы? То есть, вот это все духовное общение с тобой, что ты мне научил, от чего ты меня освободил, от всех привычек, то, другое, третье. Я вижу, я становлюсь обратно этим старым Александром, моим характер, который там, когда я был неверующий. То есть, я вижу, я начинаю пить, я начинаю то, я начинаю другое. Я вижу, что все, я вливаюсь в этот поток, или как сказать.
А у меня на тот момент, я не знаю, 8 детей уже, наверное, было. У меня большая семья, у меня 11 детей. И Все родные дети. все родные от одной жены. И когда это произошло, ну, или вот когда это все происходило, я просто понимал, что я потеряюсь. Тут уже идет дальше, мы будем уже большие деньги инвестировать, то другое, третье, лодки, то, ну, уже другая жизнь пойдет. И когда я кричал, молился тогда Бога и говорю: Господи, пожалуйста, измени что-то в моей жизни, я вот хочу Тебе служить. Вот жизнь одна. И в этот момент произошло следующее. Я это первый раз в жизни такое пережил. Ты чувствуешь зов перемен, где-то там, за горизонтом, начинается твоя новая жизнь. В каком уголке Латинской Америки ты найдешь себя? Наш канал – это проводник в неизведанное. Истории русскоязычных переселенцев, секреты жизни за границей и то, что не расскажут в глянцевых блогах. Подпишись, спроси, исследуй. И помни, твой новый дом может быть ближе, чем ты думаешь. Бог начал со мной говорить. Я знаю, sounds crazy. Как это было? Это были пакеты мыслей, где я знаю, что я от моей интеллигенции никогда бы на такой ответ бы не пришел. По моим размышлениям, как это было? Вот я ему говорю, вот что мне делать? А мне как бы внутри, как бы вот так мысли: открой Псалом номер 1. Ну, я его раз открываю. И читаю. Блажен муж, который не сидит в совете нечестивых, там, я по-русски, мне тяжело это сказать, там, не ходит там, где в сообществе развратителей, но о законе Божьем он помышляет день и ночь. Он будет как древо, которое посажено при потоках вод. И все, что он сделает, он во всем будет иметь успех. Я думаю, подожди. То есть я говорю: Бог, твоя концепция заключается в том, вот Христос говорит фарисеям: вы не можете творить то, что Отец мой творит через меня, потому что, Иоанна 5 глава, потому что Слово Божие не постоянно в вас. Вот в немецком переводе. Ага, то есть он помышляет о законе Божьем день и ночь. Я говорю: Господи, так подожди, это невозможно. Если я буду помышлять о Твоем законе день и ночь, ну а как тогда бизнес вести? А как семью кормить? А написано в защите в первое Царство Божие, а все остальное приложится вам. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем крепостью, всей душой и всей разумением твоим. Но в теории мы это все читаем, все так классно, но это перевести в практику, оказывается, не так, как бы сказать, просто. И у меня началась борьба. Ну, у меня были потом еще вопросы некоторые. Вот, почему вот в церкви? Я же так в церкви был, служил. А что за церковь? Церковь, я уверовал, я вырос как бы в баптистской церкви в Киргизии, в городе Токмаке. У нас очень благословенная церковь была. То есть ты там родился? Я родился в Киргизии, да. А когда в Германию переехали, я сперва был, с родителем у баптистов, потом я перестал ходить вообще в церковь. Это тоже может быть интересно, отдельное свидетельство, как Бог меня обратно привел, и Он мне открыл крещение Духом Святым, и в церкви, где я, в Германии находился, и там и женился, и так далее. Это была церковь веры евангельской называется. Вот ты, получается, в баптистской церкви как крестят, верно? Да. Меня крестили уже в этой церкви, где я, до уезда в Тбилиси был. Это христиане веры евангельской, это их называют пятидесятники по-русски. В осознанном возрасте крестят в баптистской церкви? Да. То есть с 18 лет у нас. У баптистов, мне кажется, с 16 крестили, здесь было с 18. У нас была, русско-немецкая церковь, братство у нас в Германии, там 120 церквей, большие очень церкви, маленькие, разные церкви. У нас были братья, и мне посчастливилось познакомиться с братом Яшей Вибо. Он был наш епископ. Он отсидел за слово в вузах
У нас в основном все братья в вузах отсидели это, ну, в Советском Союзе. И Бог их потом употреблял. И я просто, что мне сильно впечатлило, эти люди, они, может быть, мало аргументировали, что-то там доказывали, говорили, но сила Божия очень сильно через них действовала. А как ты считаешь, вот твоя вера больше открылась после крещения или Нет, крещение было после. Я где-то в 14 лет перестал ходить на собрания, или 15 вот так. Все поставил под вопросом. Я был хороший студент, учился это, ну, хорошо. Но когда-то я просто спросил себя, в чем смысл жизни. Ну, вот сейчас ты вот отучишься, я хорошо учился, карьеру будешь делать. Ну, а в конце потом, что ты будешь делать? Это помидоры растить, огурцы, когда ты на пенсию уйдешь, там состаришься. Это. То есть, в чем смысл жизни? Я смотрел в этот ислам, Коран читал, буддизм рассматривал. Но как-то в сердце было, потому что я, когда был ребенком, я пережил покаяние. Когда у нас в Киргизии приезжал Никита Сизов, он был с Фрунзе, проповедник, я очень сильно любил его слушать. У него, когда он говорил, он с властью говорил, с силой говорил, и благодать Божия была. И она мне очень сильно касалась. И я просто пережил с Богом вот эти моменты в моей жизни. И в Германии кое-что с Богом пережил. Поэтому я понимал, что правда, она в Библии. И я тогда вот так сделал. Никто не знал, я просто читал Библию, начал читать, она начала мне касаться. Я начал молиться и говорить: Боже, если ты есть, а я знаю, что ты есть, пошли мне людей, которые больше расскажут мне о тебе. То есть я все под вопрос поставил, где я вырос, в какой церкви и так далее. И я ожидал, что наш пастырь придет в нашей церкви и меня посетит. Но Бог прислал совсем других людей, которых я был научен... Ой, извините. Я был научен, они неправильные, или как сказать. И когда они пришли, я позже... Ну, они мне просто засвидетельствовали, это были друзья, украинцы с моих родителей. Я как-то дома оказался, я в основном всегда с друзьями где-то был. И тут он просто засвидетельствовал, как он уверовал в Бога, как Бог его ведет и так далее. И, ну, я послушал, хорошо, до свидания. Но потом, когда он ушел, я начал молиться и говорю: Господи, пошли мне людей, которые больше расскажут о тебе. Он говорит: я же тебе послал. Не, ну не этих, не. Это не от тебя. Потому что мы очень были научены против этого как бы течения или вероисповедания. Вы за границей, все незнакомо, все чужое, и вдруг здоровье под угрозой. Что делать? Вас не оставят одних. Росмедицина как тень, что всегда рядом. Мы организуем срочную госпитализацию, эвакуацию, даже роды за границей. И все это в лучших клиниках Латинской Америки и России. Включите Росмедицина в страховку и получите доступ к лечению без доплат. Медицинский самолет, скорая помощь в аэропорту, врачи мирового уровня. Вы не просто пациент, вы под защитой Росмедицина. Когда здоровье – дело жизни. Были идеи дальше адаптироваться, там, реализоваться. Мы сперва приехали, у нас как бы были немецкие деньги. Это еще с Германии, потому что мы там дом продали и так далее. И, это было 4 года назад. Да, это было 4 года назад. И вот мы, значит, молимся, постимся в этом резорте, там, что будет дальше. Ну и с такой как бы мыслей, вот мы здесь побудем год и поедем назад. В Германию, там друзья, там церковь, там труд и так далее. А не было мысли, зачем тогда все продавали? А зачем тогда все продавали? Я продавал не из-за уезда в Белиз, а я продавал, потому что написано: не бойся, малого стада, продай все, что ты имеешь, и отдай бедным. Но все-таки в голове была мысль, что через год вернетесь. Вернусь не на свои эти, потому что я их продал, их нету больше, а просто в страну вернусь. Это, ну, там, церковь, друзья и так далее. А уже куда Бог там поведет, то есть это. Ну, и мы молимся дальше здесь это. И тут жена видит видение. Она говорит, она у меня никогда их там не видела, или чтобы она там приходила. Мне это было днем, это было ночью? Это было утром рано. Она говорит: Сань, я уже не спала. Говорит, это было явно наяву. Я вижу картину, что много
что будет очень плохо в Европе, и много людей сюда приедут. И она даже видела некоторые семьи, она мне назвала имена, мы их просто не называем. Это было ее первое видение? Это ее было, может быть, второе вообще за всю жизнь видение. То есть она это, редко видит там что-то. Но это было так ясно, что она говорит, я просто это... Потом к нам пришли староверы, с нами познакомились. Я уже рассказывал, стояли просто у забора и говорят, мы молились, и Бог нам сказал с вами познакомиться. Ну хорошо, мы с ними познакомились, а я просто молился и ничего активно не делал. То есть вот Бог, ты веди. Вот не полагайся на разум свой, а ищи Господа во всех путях своих. То есть это в притчах 3 главе написано. Это. И я, значит, это... А мне это интересно, это для меня как, тоже как проект какой-то новый, или как вот не полагайся на разум свой, да, это, я всю жизнь там то есть это, а тут не полагайся. Ну и вот я вот этот проект делаю, то есть обратно доверяю ему и смотрю, какой будет результат. Да. Жизнь-то одна. И теперь, значит, прихожу к такому моменту, что ко мне приходит один старовер и просит помочь. Надо пойти к одному риэлтору, который там продает землю, там ему помочь там землей. Ну, я пошел. Прихожу туда, значит, то и то другое. И этот, потом разговорили с ним. И он говорит, Сань, там мой сын был. Вот мы там начали с ним смотреть, где здесь, может быть, что-то есть или это. И вот с этими мы староверами познакомились здесь, Лоа Бартон Крик. И он мне прям вот через дорогу показывает здесь землю, говорит, смотри, немец, хозяин в Германии, купил как инвестицию, она долго здесь у него лежит, просто джунгли, как CO2, вот это вот там, чисто воздух или как это. Ну и это говорит это. Староверы хотят купить, не продает им. Он на них обижен или что-то. Вот если хочешь, ценник очень интересный, можешь купить этот кусок, если сколько обошлось это? Сколько это обошлось? Так, 250 акров, 1000 US акр, 250 тысяч акр, 250 тысяч US. На те времена, 4 года назад, это очень дешево. А какой налог за этот? Налог 8% для иностранцев, кажется, или 5. 8 или 5. Я теперь не помню. А 3 или 5% для Белиз. Короче, 3% выше, чем для Белиза. Либо 5, либо 8 я платил. Вот теперь не помню совсем. Ну и каждый год надо за такую землю платить. Ну, правильно? это $1 US или $1,5 на акр. Небольшая сумма. То есть мы тут говорим о 350 US долларов в году, может, налог. Здесь налоги, не в городе, там где-то вот это очень маленькие для фермеров. Не значит, так как старовер вам отдали эту землю, вы здесь и остановились. Да, то есть этот немец нам ее продал, староверам он ее не продал, и так мы здесь остановились. Сюда переехали потом и начали здесь жить. Как долго строили тот дом вообще? Мы где-то год ездили сюда. Меньше, где-то месяцев 7. Джунгли убирали, вот это все чистили, потом деревья, то есть это дом начали строить. Простой дом построили. Потом когда-то пришла пора, где ты себя начал спрашивать, как зарабатывать деньги. Здесь ситуация в Белиз непростая. Мы люди, привыкшие из Германии, выучился на профессию, пошел в какую-то струю работать, зарабатываешь деньги. Здесь не так. То есть здесь менониты, скажем, они рулят экономикой. Вот здесь. И к ним работать это 2,5 US доллар, 3 US доллара в час зарплата. На это ты семью не прокормишь. Ценник здесь у нас, многие вещи даже дороже, чем в Германии, потому что завозные. Да? И как жить? Вот этот вопрос очень сильно встал. И тут я пришел к такому моменту, где я просто думал, у нас все деньги закончились. Все. И я просто кричал до Бога, говорю, раз я тебе доверился, ты привел, чтобы здесь дети, ходили, хлеб просили. Написано, дети праведника никогда не будут просить о хлебе, не видел. Так написано в псалмах. И для меня это обратно был очень сильный перелом. Как быть? Я молился обратно.
И тут мы картошку посадили. И старовер пришел и говорит: Сань, пошли со мной на базар. Сядешь на базаре, продашь картошку, уже что-то заработаешь. А я кричу, говорю: Господи, куда еще ниже опускаться? Я должен на базаре торговать. И это очень интересно. Я смирился, вот что Бог под ноги, не полагайся на разум. И пошел, начал продавать картошку. Понял, что здесь очень много людей ненадежные. То они привезут, то не привезут. Обратно очень важно, чтобы надежность была. Я это понял. Я полгода ездил к другим староверам, у них спрашивал, они могут мне какой-то товар дать. Ну и со временем зашел в доверие. Теперь есть одна коммуна здесь староверов. Они на нас производят, ну как бы это, ну, нам дают большую часть всех овощей и фруктов, там, что они производят. Вот эти нам везут. Соседние вон те везут, оттуда везут. То есть 4 комьюнити, но они не все нам, но много везут. И мы 1 раз в неделю или 2 раза сейчас в неделю везем. У нас уже, как бы сказать, у нас есть группа, люди заказывают, где-то 100 заказчиков. Это рестораны, это резорты, это семьи просто, private orders. И мы эти заказы получаем, так как у нас здесь как бы, ну как сказать, никаких законов нету, люди могут брызгать яд любой, да, это, ну, то есть этот продукт очень востребован, потому что в основном из них органик делают, это, ну, овощи. И мы вот обслуживаем этих клиентов, то, что нам староверы не додали, мы докупаем. С севера там приезжает, ну, есть как wholesale, как сказать, оптом, где вот это. То, что у нас лишнее, излишнее, мы там оптовом, он рано, утром в 4 утра, он в Белисити происходит рынок, мы это сплавляем, продаем, там закупаем, что надо, едем, развозим. И на это нас Бог настолько, как бы сказать, сейчас мы уже свою компанию зарегистрировали, уже логотип есть, это, ну, Asher's Food Basket Ltd там и так далее. И, то есть, поставки в магазины, они уже просят, давайте нам то, мы там квас делаем или еще что-нибудь, да. То есть здесь ты должен научиться что-то делать. Молочку тоже делаете? Но молочку мы оттуда получаем, это, но мы просто не успеваем все делать. Мы как бы на овощи сконцентрировались. Но тут у нас еще много проектов есть, какие еще. А овощи какие выращиваете? Все, там, я не знаю, картошку, 70. тыкву. Я теперь по-русски сказать, китайская капуста, летис, салат, перец, помидоры, морковка, лук, чеснок, все, вот что мы знаем. Где я сейчас, с кем встречаюсь, что замышляю, ты хочешь знать больше, чем открыто? Тогда тебе в наш телеграм-канал Кажан17. Здесь не просто ответы, здесь подсказки, намеки и секреты. Следи и спрашивай. Следующая съемка уже близко. И, может быть, именно твой вопрос попадет в эфир. Все нужные ссылки в описании. Тайна зовет. А легализовали здесь? Да, мы сейчас зарегистрировали компанию, но вообще как бы фермеры, они не облагаются налогом. То есть, если ты выращиваешь или вот соседи, это на рынке продаешь, это не облагается налогами никакими. Нет, но имеется в виду, имеете ПМЖ все? ПМЖ все имеете? Нет, мы еще не имеем ПМЖ, мы над этим вопросом работаем, потому что здесь эти все вещи очень медленно происходят. Люди хотят деньги, но какие-то деньги мы не в силе платить. Но этот вопрос идет, сейчас мы просто вот зарегистрировали компанию, сейчас они дадут work permit. Потом на этот work permit ты сажаешь свою семью и потом начинаешь ПМЖ делать, эти все документы. А как здесь вообще с преступностью, есть она? Преступность здесь есть, но я скажу так. Знаете, у нас в Германии все, Белиз, там прочитают, преступность очень высокая. Ну, я тогда в России никогда не поеду. Кто где жил в России, тот это, да? Да, просто надо знать, где и в какое время ты находишься. Если я в Белисити, там где-то, где там все наркоманы, буду ночью там среди них ходить, да, могут пристрелить. Раньше, может быть, было больше, что там воровали где-то на фермы, но сейчас здесь уже больше людей, как бы здесь никого не трогают, у всех здесь
соседи эти оружие, все, они знают, что А залезть как это уже дети в опасно. школу ходят? Мы сейчас на этапе, что мы дома делаем школу по немецкой программе. Но вообще у нас как бы план, вот сейчас здесь уже пару семей больше приехало, когда-то создать тоже школу просто здесь. Нам просто далеко их вывозить отсюда. А у староверов очень примитивная школа. Там 4 класса очень так. Поэтому... С медициной сталкивались? Медицина, так, как сказать, бесплатная. То есть в больницу можешь идти, или ты турист, или живущий, тебя всегда бесплатно обслужат. Не выставят потом чек? Нет, не выставят. Только если, ну, там за таблетки надо будет заплатить, может быть, такое-то. Ну. Або вот за бинты такое тебе не будут Но выставлять. после Германии насколько качественна здесь медицина? Ну, она менее качественна, конечно. Но обратно же, я не знаю. Я вижу, что в Германии много медицины, это бизнес огромный просто. Здесь, я бы сказал, она больше человечная. Но если какие-то большие операции, они не могут делать. То есть люди уже едут в Мексику или в Гватемалу, но там уже платят. Минусы какие здесь есть? Немецкого шоколада нету. Ну, можно завести Не знаю. и продавать. Я скажу, что здесь, если кто-то, может быть, вот как мы вот в советское время сюда переедет, вот это оно, может быть, им не тяжело. Но кто попробовал Германию и вот жизнь, это оно, высокого уровня, это оно, им будет очень тяжело. То есть здесь надо перестроиться, здесь все попроще, все не так быстро через Amazon доступно, это все 3 недели надо ждать, пока нас с Америки придет. И такие вещи там. Ну, то есть здесь все slow. Индустрии здесь нету. Здесь только туризм или аграр. Ну, а местные как вообще относятся вот к вам? Как вы же все равно для них приезжие? Ну, они здесь все приезжие. Вот в этом, конечно, большой плюс. То есть и те же даже испанцы или черные, они тоже когда-то приехали сюда. Какие рекомендации бы дали людям, которые также думают какую-то страну поменять? Стоит ли Белиз рассмотреть? Я бы такую рекомендацию дал. Ищите Бога, ищите общение с Ним. По логике, если вот, например, сказать, ну, здесь дорого, я бы сказал. В Мексике намного дешевле, может быть, Пуэрто-Рико и так далее. То есть, по логике, я, может быть, выбрал бы другую бы страну. Но для меня важно быть волей Божией. То есть, вот так прямо сказать людям, приезжайте в Белиз, ну, они меня, по-моему, камнями закидают, может быть. То есть, я вот смотрю, кто сюда приехал, из них... Здесь говорят так, из 10 семей 9 уезжают назад. Статистика. А с чем это связано? Immigration тебя доят, вот эти стампы там ходить, пока у тебя все деньги не закончатся. Потом другой вопрос здесь, конечно, это ну, вот эта перестановка. Ты должен свой бизнес какой-то начать. Это у кого-то это получается, у кого-то не получается. Я вижу, что здесь семьи, которые вот сюда приехали, ну вот вокруг нас живут, которые здесь остались, они все это проходят, что немецкие там деньги кончаются, и потом вот как, вот это. Но те, которые, как бы я скажу, уповают на Бога, я вижу, она идет. Либо люди, ну, здесь есть и люди, как бы и неверующие, они просто, может, какой-то бизнес с собой привезли, какую-то лазейку бизнес нашли или еще что-то. Такие здесь тоже есть люди, это, ну, и тоже они successful, или как сказать, это... Как Здесь по-русски? счастливо? А? Здесь вы счастливы? Здесь, да. Да, мы счастливы. Ты слышишь это? Это зов. Зов неизведанного континента, где улицы шепчут истории, а люди делятся тайнами своей жизни. Ты еще не задал свой вопрос? Оставь его в комментариях, и, может быть, именно ты станешь героем следующего выпуска. Подпишись, подключайся к голосу Латинской Америки.